Привет всем! В этом видео я сделаю обзор индикатора заряда аккумуляторов. Моделька называется LY7S. Ссылочку на нее я вам в описании оставлю. Индикатор заряда универсальный, подходит для литий-ионных аккумуляторов, железофосфатных и для свинцовых. Свинцовый либо гелевый. Эти все параметры можно выставить в настройках. В комплект входит вот сам индикатор. Вот я схемку с размерами вам вставлю, чтобы вы посмотрели. Подойдет вам, не подойдет по размерам. В комплект также входит вот такой проводочек. Длина 20 сантиметров для подключения. Красный плюс, черный минус. Подключается напрямую к аккумулятору. При подаче питания, когда вы к аккумулятору подключили, он сразу начинает работать. Спереди кнопочка сенсорная переключает процент либо напряжение вольты показывает. Также схематически аккумулятор изображен, тоже показывает делениями процент заряда. Также можно будет выключать с помощью этой кнопочки индикатор. С обратной стороны у нас есть две кнопочки для настроек. Получается К плюс стрелочка вверх и К минус стрелочка вниз. Две кнопочки, с помощью них мы выставляем режимы работы. И также мы можем настроить тип аккумулятора и количество ячеек. Для начала я покажу. Нажимаем К. Зашли в настройки. И стрелочкой вверх мы переключаем режим работы. F0, F1, F2, F3. И нижней стрелочкой мы выбираем отображение. Напряжение и процент. Либо отдельно можно, чтобы показывал только проценты и только напряжение. Либо все вместе. То есть, когда уже будем переднюю переключать, процент напряжения. Когда мы выбираем настройку F0, то у нас дисплей работает постоянно и все время горит подсветка. Этой кнопочкой мы можем только переключать напряжение и процент. Индикатор будет работать постоянно. Когда мы выбираем F1, также само выбираем процент напряжения, можно вместе либо по очереди, то у нас индикатор заряда работает все время, но отключается подсветка. То есть мы коснулись, подсветка включилась. Поработала некоторое время, и потом она автоматически выключается, а индикатор заряда работает. Проходит время, подсветка отключается. Это у нас F1. Выбираем F2. Когда выставлено F2, у нас индикатор работает. Мы его оставляем в покое, и он выключается. То есть гаснет подсветка, и на дисплее ничего не отображается. Индикатор просто выключается. Прошло где-то 30 секунд, и индикатор выключился. Пробуждается просто нажатием на сенсорную кнопочку, и индикатор включился, а потом через 30 секунд он опять выключится. И последний режим – это F3, ручной режим, то есть тут мы уже выключаем вручную. Выбрали F3, сохранили, и мы можем выключить, нажав на сенсорную кнопочку, индикатор выключился, и вручную его включить. Теперь нам нужно будет его настроить. Нужно выбрать тип аккумулятора и количество ячеек. Чтобы зайти глубже в меню настроек, мы отключаем питание. То есть я его отключаю, убираю плюс. Он у меня потух. Зажимаю нижнюю кнопочку и удерживаю ее. И при удержании кнопочки я подаю питание. И мы зашли в настройки. У нас светится 3C. 4, 5, 6C. C – это литий-ионные аккумуляторы. То есть я с помощью стрелочки вниз-вверх выбираю количество ячеек. Минимальное напряжение для работы индикатора – это 5 вольт. Поэтому минимальный аккумулятор можно 2 ячейки выбрать 2C. И максимальная там вроде бы 16. Сейчас мы долистаем. Индикатор работает от 5 до 70 вольт. Да, 16 ячеек литий-ионный аккумулятор. Дальше, если листать, у нас уже здесь высвечивается 1P, это свинцовый аккумулятор. 1P 12 вольт аккумулятор свинцовый, 2P 24, 36, 48 и 60 вольт. На 72 уже нельзя использовать, потому что до 70 вольт. Дальше листаем. Это у нас железофосфатные аккумуляторы. 1 мы не можем использовать, 2 можем. F железофосфатный. И также самое листаем, смотрим, какое максимальное количество ячеек. 17, 18, 19. Железофосфатных аккумуляторов можно 19 ячеек использовать. До 19F. И все, дальше оно уже по кругу начинается. Опять литий-ионные аккумуляторы и потом свинцовые. То есть вот так настраивается. Выбрали количество ячеек. Нажали, сохранились настройки. Уже у меня напряжение маленькое, показывает, что аккумулятор разряжен, потому что я выбрал большое количество
ячеек. Вот так работает данный индикатор заряда. Ссылочка на него в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.